Книга 14. Тао. Путь Вознесения. Одинарные тоны языка света. Уроки овладения необусловленным водительством. 10-я октава любви. Необусловленное водительство. Тоны языка света цвета слоновой кости. От ярко-серебристо-белого до ярко-золотисто-белого и светло-золотисто-белого цвета. Природа. Завершающий. Необусловленное управление. Тон, дающий возможность свести вместе в групповые отношения все другие, имеющиеся на данный момент тона. 10-я октава любви, или необусловленного управления в действии, заякоряется, когда посвященный вмещает состояние полного сознания, воплощая центр тысячелепесткового лотоса в области сердца своей формы. Необусловленное управление является закрытием, или завершением первых 9 модуляций творения. Такое завершение – это результат сочетания всех аспектов, содержащихся в первых 9 модуляциях, что дает 10-ю модуляцию. 10-я октава любви состоит из всех 9 октав любви и формирует новый тип управления, основывающийся на 9 принципах любви. Одновременное заякорение 9 октав дает возможность использовать их всеми группами, собирающимися обучаться под руководством такого посвященного. Одновременное вмещение 9 октав позволяет манифестировать пробуждение тех, чья душа дала согласие в будущем стать лидером. Такое руководство охватывает как физические, так и нефизические планы, и планы управления Землей. Будучи примененными, эти принципы вызывают разрушение любой другой формы силы, связанной с этими индивидами. С помощью модулирования своих возможностей, безусловное управление может сливаться в любой комбинации с первыми 9 модуляциями, давая им направление или цель. Подобно сохранению границ в калейдоскопе, в котором при неизменном фокусе и направлении постоянно меняется картинка, необусловленное управление делает возможным неограниченное количество выражений в рамках модуляции. Обладающие тоном необусловленного водительства, в качестве главного или вспомогательного тона, обнаружат, что обладают даром быть лидером и руководить другими в такой манере, что заряжают группу идеями единства в действии. Такие люди будут обладать даром руководить и сделают возможным возникновение новой формы лидерства, основанного на единстве, указывающем путь человечеству. Таковое основывается на руководстве группой людей, которые всецело существуют на основе созидающего духовного закона. Созидающий духовный закон позволяет оставаться вместе только тем, кто имеет соглашение души, или карму, которую необходимо высвободить при участии обеих сторон. Если у кого-то вся карма с другими улажена и закрыта, и не существует с ними никакого соглашения души, в таком случае этот человек должен покинуть группу. В ином случае, дискуссия или сомнения не являются причинами, чтобы выгнать или попросить человека удалиться из группы, поскольку данная ситуация требует только кармического завершения, по существу, сущности духовного закона. Возможно, это будет тяжело, особенно если человек вызывает раздражение большого количества людей в общине, но несмотря на это, если цель общины в том, чтобы вознестись, то высвобождение кармы друг с другом первостепенно, ибо это фундамент вознесения. Только те из возносящихся, кто внутренне и в достаточной мере овладели миром и покоем, могли бы вести других, кто овладел этим настолько, что служил бы эволюции целой общины. Мы предвидим, что в наступающей четверти столетия, а именно в становлении и действии общины, подобное водительство и посвященные, овладевшие следующей фазой вознесения, проявят свою наибольшую способность приносить пользу. В связи с этим, Земля неотступно следует цели прокладывания карты к следующей фазе вознесения для взрослых людей,
поскольку это позволит фундаменту общины продвигаться далее, с большей легкостью и уравновешенным любящим водительством, идущим от тех, кто овладел состоянием великого внутреннего мира и равновесия. Иногда те, кто будет овладевать 12 тысячами ДНК на пути к полному сознанию, главным образом, будут склонны создавать у себя болезнь, или другими словами, люди, не способные нести какой-либо внешний вред другим, однако приносившие его себе, то есть подавлявшие его в себе, в своих предшествовавших вознесению жизненных реалиях. Многие из них могут вознестись из болезни, но лишь только тогда, когда в достаточной степени возвратят свою энергию, чтобы вести других уже после того, как овладеют следующей фазой вознесения. Такие люди восхождения скромны, спокойны, не самонадеянны и не высокомерны, и несмотря на все, сосредоточены на своей эволюции сверх и выше всего остального. К 12 тысячам единиц должны продвинуться те, кто в наибольшей степени овладеет золотыми и серебряными тонами творения в своих коммуникационных навыках. Такие люди удержат золотые и серебряные тоны в условиях группы или общины, тем самым помогая создавать окружающую обстановку гармонии, единства и сотрудничества. В подобных реалиях каждый приносит свой вклад, чтобы поддерживать поток энергии целого. А те, кто обретет большее мастерство, организуют поток целого таким образом, чтобы гармония, равновесие и единство непрерывно поддерживались и сохранялись. Земля должна работать через каждую восходящую общину, чтобы организовать такого рода реалии. Только когда прокладывается дорога уклада жизни в общине, которая основана на восхождении и единстве, карта будет создана для всех людей, чтобы восходить как коллектив, продвигающийся к основанной на единстве цивилизации. В воплощении бледно-желтого тона необусловленного управления, возносящийся учится управлять собственной жизнью новым способом, который основан на единстве. Можно также охватить управление и водительство другими людьми, которые входят в организацию, построенную на базе единства. Руководство на основе единства – это форма управления, отличающаяся от старых способов управления, в которой не полагаются на оскорбительную или контролирующую и манипулирующую тактику, чтобы сохранить свою власть, силу и энергию. Вместо этого, посвященный сохраняет полномочия, которые определяются только его духовным мастерством и развитием поля. Дальнейшее овладение мастерством, так или иначе, связано с выстраиванием более мощного поля. Однако мощность определяется способностью проводить энергию в пространство в целях проявления единства, а не вреда. Посвященный выстраивает мост к управлению на основе единства, когда вмещает данный тон творения. Неспособность охватить данный тон будет проявлена у тех, кто имеет отношение к управлению на базе соперничества, а не равенства и единства. Соперничество стремится к взятию лидерства через причинение бессознательного вреда другим. Поэтому, посвященный должен устранить у себя мысли форму соперничества, чтобы овладеть 10-м тоном языка света. Мысли формы соперничества появляются во многих стереотипах, которые, возможно, брали верх над посвященным большую часть его жизни, и начинают устраняться лишь по достижению 3000 единиц. Однако, достигающие этого уровня также очистят всю карму своей картины предков, ибо соперничество лежит в основе наработки кармы человеческого вида. Если восходящий полностью отклонит тон необусловленного управления, то он будет не в состоянии научиться вносить способности и таланты в групповые отношения в равенстве и единстве, или другими словами, руководствоваться методами, которые обладали бы достаточной мудростью, чтобы сделать все именно так. Если внутренний мужчина желает проявляться в роли руководителя группы, и желание иметь власть – это признак отклонения тонов темно-золотого цвета,
связанного с тоном необусловленного управления. Если внутренняя женщина имеет тенденцию быть зависимой от того, кто у власти или лидер группы, то это признак отклонения светлых оттенков золотого цвета, связанного с тоном необусловленного управления.